ловит одноногого Евгения Евстигнеева и заставляет его сломать себе вторую ногу. Ой, запах пышками. Попали в Советский Союз. Валюта должна быть идеальная. Банк не примет. Чуть-чуть испачканную, где-то карандашиком, где-то загнутая. Пышечка маленькая, вкусненькая, сладенькая. А как вам заборчик возле храма? Вот такую кованочку, да на дачу. Всем привет! Мы сейчас пока в Минске, но сейчас стартуем в Санкт-Петербург. У нас тур выходного дня. Погнали! Возле Алмаза сбор, вот такая машинка у нас, такой автобусик с мячиком футбольным, как будто футбольная команда. Сейчас будем стартовать. Четверг, в общем, обратно вернемся только в понедельник. Утро следующего дня мы прибыли в Санкт-Петербург, в город шавермы, куры, гречи. Мы сейчас возле собора, первая остановка, потом у нас будет завтрак. Называется Чесменская церковь, и она предтечи. Господи. Понапридумывает, но вот смотрите, все так по-старинному, как в принципе все в Санкт-Петербурге. С обратной стороны церкви мы видим воинское кладбище. Вот такое кладбище, заметьте, все в едином стиле выполнено. Довольно необычно. Ровненько все под струночки, смотрите. Кладбище выглядит более ухоженно и стильно, нежели чем вот здание возле него. Такое обшарпаненькое. Наш автобус прибыл вот на такую площадь. Рядом Московский вокзал. И в кафе «Щелкунчик» идем завтракать. Это площадь Восстания. Ведут нас с торта здания. Светка быстренько заняла вакантное место. Сейчас нас будут кормить. Но это явно не шведский стол будет. А что принесут? Зал явно для спецобслуживания. И вот такой вид из окна. Уборная это вот сюда по ступенькам и направо. Такой у нас завтрак. 30 рублей, да, Светка? 30 рублей. Вот такое удовольствие. Российских. Российских. Ну, не объешься, но голодным не будешь. Я думаю, это запеканка, а это омлет. И сверху еще колбаски или что-то такое. И вот принесли еще блинчики с джемом каким-то. Не 30 рублей, а 300, я оговорился. Но, в принципе, уже довольно сытно. У нас есть 5 минут до отхода автобуса. И вот сейчас бегло-бегло пробежимся, посмотрим. Культурный центр, так сказать. Цена 300 рублей за завтрак для центра, наверное, это нормальная цена. Потому что мы смотрели комплексные обеды. В принципе, они примерно столько же стоят, но они все-таки не в центре города. А центр же всегда подороже. Ну, вон архитектура Питера. Я в Питере был, в принципе, я ничему не удивлен. Но дети думали, что здесь как-то так покраше, поуютнее будет. Ну, вот я как бы знал, что тут такие довольно как подкопченные дома. Поэтому, ну, не удивлен. Хотя я был тут лет 15 назад последний раз. На площади Шпиль примерно как в Минске на площади Победы похож. Но у нас он как-то немножко, мне кажется, побогаче выглядит. Ну вот, как есть. Исаакиевский собор строился 40 лет. Ручной труд. Колонны из чистого цельного мрамора. Все это шлифовалось, все изготавливалось вручную. Перемещаемся на набережную. Смотрите, какие тут шикарные виды. Красивейшие мосты, церковь. Сейчас переключусь на другую камеру, и мы увидим все более подробно. Я думал, это корабль или пароход, а оказывается, это пристань. Сенатская пристань. И кораблик вот там виднеется. И вот смотрите, виды с другой стороны. Опять же мост. Шпиль, не знаю, как правильно оно называется. Пишите в комментариях, что это за здание. Немножечко подошли ближе. Надеюсь, сейчас видно уже будет лучше. Машенька. Вот смотрите, какой катерочек.
довольно скоростной явно. И вот такие виды на мост. Человек трудится. И вот таких машинок несколько штук здесь стоит. Затяните, какие катера или яхты. А вот, смотрите, стартанул кораблик, который был на причале. Ну, довольно интересно, я таких даже не видел. Такой, как скат, все равно такой есть. Возвращаемся. И увидели голову мужика. Ну, грех было просто пройти мимо и оценить этот монумент. Не оценить, точнее, этот монумент. Уже мусорный канализационный канал, плохо пахнет. Его можно спрятать в трубу, все засыпать, проложить Императорский проспект, который вон там в конце заканчивался бы памятником императору Александру II, человеку, отменившего крепостное право в нашей стране. По злой иронии судьбы, памятник Александру там появился. Вы его отсюда прекрасно видите. У него мы будем заканчивать нашу утреннюю программу. Это храм Воскрешения Христова, он же храм Спаса на Крови. Россия, по этой самой колоннаде, когда открыты, бегут итальянцы, отнимают у Розарио Агро чемодан с бомбой. А в это самое время на том самом месте, где мы с вами стоим, этот Розарио Агро ловит одноногого Евгения Евстигнеева и заставляет его сломать себе вторую ногу, и заодно еще в колонну Казанского собора он ломает. Бежали мы к этому мосту, но, как видите, загородили нам музыканты это все, и ничего не слышно и не видно. Сейчас путь держим в Петропавловскую крепость. Вот такой мостик деревянный. Транспорт здесь, кстати, может ездить. Представьте по себе, вы бы приехали в Петербург сегодня бы утром. Учка. Годы Северной войны, практически весь 17 век эти земли принадлежали шведской короне. Вообще начиналось все здесь с новгородцев. Александр Невский здесь на Неве тоже шведов бил. Остров называется Заячий. Тут зайцы на каждом, ну не на каждом углу, но достаточно их много. Это скульптура Петра I. Якобы голова сделана из слепка уже умершего Петра I. Голова очень маленькая, при этом рост у него был очень высокий, там в районе 2 метров. И скульптор вот изобразил типа в оригинале, как выглядел на самом деле Петр I. На заднем плане это гауптвахта и плясовое поле, если я не ошибаюсь, называется. В общем, казнь была так, ну такое было наказание. В общем, люди отбывали наказание, провинившиеся, и ходили по этому полю, усеянные иголочками. И, соответственно, они когда шли, как приплясывали. И вот такое вот смешное, скажем так, с юмором название. Ну что,
спать мы больше не хотим уже. Резко сон пропал. Быстро мы пробежались по Петропавловской крепости. Экскурсию я, конечно, не показывал, потому что это все долго, нудно, но кое-что вставлю в любом случае. Ну и давайте посмотрим, какие виды здесь. Это уже на выходе с Петропавловской крепости буквально. Здесь все на реконструкции. Выход запрещен. Я здесь лет, не помню сколько, 15-20 назад был. Можно было спуститься. Сейчас, видимо, нет. Ну, прям море морем. И поэтому половина солдат вынуждена была не спать, а гонять крысу. Есть у нас 1,5 часа свободного времени. Мы сейчас ищем какую-то знаменитую пышечную. Остановились возле церкви Спаса на Крови. Потом туда зайдем. Но пока хотим знаменитые пышки попробовать. Если вы не из России приехали с валютой, имейте в виду, что валюта должна быть идеальная. Банк не примет чуть-чуть испачканную, где-то карандашиком, где-то загнутая и так далее. Валюта должна быть свеженькая. Но при этом дадут грязные российские рубли. Российские рубли нормально в обиходе, а вот валюта как бы не принимается испачканная. Поэтому берите с запасом. Нашли пышечную. Заходим. Ой, запах пышками. Попали в Советский Союз. Пышечки по 20 рублей. Взяли такие пышечки на вынос. Сейчас ищем место, где дегустировать, потому что в зале места практически нет. Пышечка маленькая, вкусненькая, сладенькая. Вкусно, реально. Огонь. Дегустейшн, как тебе пышечка? Нормально. Кто не знает, где находится знаменитая пышечная, вот Большая Конюшенная улица, 25. Здесь действительно самые вкусные пышки. Даже в Советском Союзе я таких вкусных не ел. Наелись пышечек и сейчас вернулись к храму. Храм, насколько я знаю, вход платный. Как сказал экскурсовод, скорее Советский Союз развалится, чем закончится реконструкция этого храма. Это она ведется еще с незапамятных времен. И вот кто так придумал, кто сказал, он был прав, и по сути реконструкция ведется до сих пор. Возле храма сувенирочка, посмотрите, шапочки-ушаночки советские такие, декорированные разных цветов, но прикольные. Ну, здесь солнце может уже не так будет мешать, но давайте вам поближе немножко покажу этот храм. Вот так он выглядит. А как вам заборчик возле храма? Размерчик чувствуется, да? Вот такую кованочку, да на дачу, правда? Эскимо настоящее, ГОСТовское, как советское, да? Да. Это мороженое чистая линия. У них ты. обычно средство чистая линия, но это не важно. Ну давай, тестируй. Надо сначала фольгу раскрыть. Настоящее, питерское. Мне Кстати, кажется, это питерское или не питерское мороженое? У них надо спросить. Ой, настоящий Шоколадом шоколад. пахнет. Это не кондитерские, там глазурь как бывает, а это шоколад. Ну давай, зацени. О. М. А на вкус? Прикольно. Ванилька чувствуется? Или Нет, такой? тут больше шоколад молочный чувствуется. Ну что ж, мороженое зачет, экскурсии зачет. Сейчас нас ждет заселение в гостиницу, вечерняя прогулка на катере и ночное разведение мостов. Это будет в следующей серии. Пока.